Сегодня, друзья мои, я поделюсь с вами моим отменным способом избавления от кашля и першения в горле. Я думаю, что во многим знакомо такое состояние, что после болезни вот в горле какое-то першение стоит, кашель никак не может пройти. И я вам сейчас расскажу, как быстро от этого избавиться. Нам потребуется банан, мед, горячее молоко и какао. Итак, для начала я беру банан, половинку. Уже вот такой вот мягкий банан, чтобы он у нас легко-легко его можно было размять. До кашицеобразного состояния довести нам нужно. Я очищаю и нарезаю на кусочки. Банан мягкий, он легко у нас будет давиться. Теперь берем вот так вилочку и вилочкой разомнем бананчик. В банане очень много полезных витаминов, микроэлементов. Поэтому бананы нужно кушать, особенно больным людям. Все, как видите, каша у нас получилась. Теперь мы в эту кашу добавляем какао. 2 чайные ложечки. Кто очень любит какао, можно и 3. Ничего страшного. Вот так растираем. Все, получается у нас однородная масса. И теперь мы в эту однородную массу с вами выливаем горячее молочко. Как видите, все хорошо объединяется. И сюда же добавим чайную ложку меда. Если у кого непереносимость меда, то можно добавить, если хотите, сахара. В принципе, здесь и так все сладко, можно и не добавлять. Но мед для горла очень полезен. Я вот так добавлю чайную ложечку меда. Вот и все. Наш целебный напиток готов. Его необходимо выпить вечером. И утром вы увидите, что у вас уже будет облегчение. Уже першение в горле пройдет, и кашель станет меньше у вас мучить. Вечером второго дня то же самое сделайте. И буквально за пару применений вы увидите, что вы избавитесь от першения в горле и от кашля в горле. Вот такой вам мой быстрый совет. Пожалуйста, кого беспокоит першение в горле и кашель, приготовьте такой напиток, и вы увидите, что результат будет налицо. Будьте здоровы, друзья мои, никогда не болейте, и до новых встреч. Всего вам самого-самого доброго.